Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Я вас приветствую на своем канале «Красота и бисер». Сегодня мы с вами выполним комплект «Спираль». Я назвала его «Спираль», потому что он выполнен из мотивов спирали, как мы выполняли перед этим сережки. И еще, конечно, есть у нас мотив из браслета Забава. Вместе эти два мотива соединились и получилась такая красота. Выполняла я его из чешского бисера и взяла такие серые бусины, ну где-то металлического, где-то они цвета такого. И учитывая то, что у нас следующий 21 год идет год металлического быка, такой комплект будет кстати к вашему наряду. Поэтому, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь и начнем выполнять комплект с браслета. Для плетения браслета я взяла ниточку где-то 2,5 метра. На каждый конец ниточки одела иголочку, перегнула ее пополам и сгиб вставила в колечко. Сделала узелочек. На каждую ниточку я набрала по 2 бисеринки и сделала перекресток в одной бисерине. То есть из одной бисеринки у нас теперь выходит 2 иглы. Начинаем плести браслетик так, как мы плели сережки, но будем чередовать другой набор. А вот мы сразу набрали 2 бисеринки. И второй иголочкой мы проходим через них. Смотрите, игла. И следующей иголочкой проходим вот так. И подтягиваем это все к петельке. Снова набираем 2 бисеринки. И проходим иголочкой навстречу второй иголочке сквозь эти 2 бисеринки. Когда мы подтянули к петельке эти бисеринки, у нас получается, они лежат друг напротив друга, как 2 ряда. 2 бисеринки первого набора и 2 бисеринки второго набора. Теперь мы дальше будем продолжать также набирать 4, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 10. У нас 2 ряда по 10 бисерин. 10, 10. И теперь идем в убывающем порядке. 9, 9, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2. Получился первый мотив. Я надеюсь, что все понятно. Если нужно более детально, можете открыть сережки из бисера спираль, видео предыдущее, и более детально рассмотреть набор рядов бисерин. Теперь вот мы последний раз набрали 2 и 2. На одну иголочку мы набираем 4 бисеринки, на вторую иголочку набираем бусину и сделаем перекресток в большой бусине. Но возьмем для соединения еще там, где большая бусина у нас, возьмем еще одну бисеринку и теперь делаем перекресток в большой бусине. На ту ниточку, которая выходит справа,
То есть перед перекрестком у нас было 4 бисерины. На эту ниточку мы набираем одну бисеринку и бусину. А на вторую ниточку, где перед перекрестком была большая бусина, мы набираем 4 бисеринки. И делаем перекресток игл в одной бисеринке. Между бусинами и бисеринами есть пробелы, видна ниточка. Поэтому я вернусь одной иглой, любой, и добавлю с этой стороны 3 бисерины, а с этой 2. Вот я прохожу 4 бисеринки. Набираю 3 бисерины. 3 бисерины. Прохожу бисерина, бусина. Вот заполнился пробел. Теперь возвращаясь 2 бисерины, из которых мы начинали этот мотив с бусинами. И за счет того, что их 2, у нас просто в этом ряду получается больше бисерин. Поэтому мы проходим здесь 4 бисерины теперь. И добавляем не 3, а 2 бисеринки. 2. И проходим бисерина, бусина. И выводим иголочку в бисерину, которая у нас перекресток. И мотивчик у нас получается закрыт. Дальше мы набираем 2, продолжаем мотив, который был первый, то есть мотив спирали. Набираем 2 бисерины, 2 бисерины, 4, 4, 6, 6 и так дальше до 10, потом убываем до 2. Вот закончился еще один мотив. Как вы понимаете, у нас идет чередование мотивов. Следующий мотив у нас будет из бусин. Но я хочу, чтобы этот мотив лежал, вот лежат бусины вот так, а я хочу, чтобы в следующем мотиве они легли вот так. Поэтому нам нужно смотреть с любой стороны. Если вы смотрите с этой стороны, видите, здесь начиналось из бусины. Бусина на эту правую иглу надевалась, а на эту одевались 4 бисерины. Если мы возьмем вот так, посмотрим, будет наоборот. Здесь была бусина, а с правой стороны были 4 бисерины. Поэтому мы должны смотреть, если справа у нас была бусина, значит мы сейчас на правую нить набираем 4 бисеринки, а на левую нить набираем бусину и делаем перекресток в большой бусине. И не забываем, для соединения между бусинами мы берем одну бисеринку. То есть на левую ниточку мы одели бусину, бисеринку и бусину. И теперь правой ниточкой делаем перекресток в нашей последней большой бусине. И теперь дальше у нас на правую ниточку мы одеваем одну бисеринку и одну бусину. На левую ниточку мы одеваем 4 бисеринки.
4 бисеринки и делаем перекресток вигл в одной бисеринке. И видите, у нас теперь этот мотив лег в обратном направлении. То есть этот вот так, а этот вот так. И теперь мы одной иглой выберем ту иголочку, на которой длиннее ниточка, потому что в этом мотиве, в первом, мы одной иглой обходили, и после этого у нас одна нить стала длиннее, другая короче. Поэтому той нитью, что длиннее, мы проходим назад, возвращаемся, также добавляем с одной стороны 3 бисерины, с другой 2, и дальше продолжаем мотив спирали. И так чередуем мотив спирали с мотивом бусин до необходимой длины браслета. И следующий мотив из бусин у нас ляжет так, как первый, то есть они будут поочередно менять направление, мотивы из бусин. Вот после мотива из бусин у нас пошел мотив спираль, снова мотив из бусин, и заканчиваем браслет мотивом спираль, как и начинался. Делаем петельку из 4 бисеринок и прикрепляем карабинчик. И браслетик у нас готов. Обратите внимание, что мотивы из бусин у нас лежат в разных направлениях. Это придает браслету своеобразную изюминку, и очень элегантно браслетик смотрится на ручке. Поэтому, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, а мы приступим к выполнению колье. Для колье мы берем тот же чешский темно-серый бисер, а бусины я взяла для центра колье покрупнее, где-то 8 миллиметров, а остальные бисерины где-то 5-6 миллиметров, они будут продолжать стороны колье после центра. Начинаем колье с кулончика. Берем ниточку подлиннее. На каждый конец ниточки одеваем иголочку и одеваем одну бисеринку и проводим иглу и проводим обе иглы через одну бисерину 8 миллиметров. Вот я набрала на каждую иголочку по 2 бисерины и перекрестила в ней иглы. То есть мы продолжаем колье плести из чередования мотивов. И кулончик у нас будет мотив спираль. Но для того, чтобы он отличался, был более эффектным и привлекательным, мы задействуем в плетении кулона весь спектр простых чисел. То есть мы берем 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. И идем на убывание. И кулончик у нас получится удлиненный и отличаться будет от основных мотивов, тем не менее он будет сочетаться с основным плетением. Вот мы сделали кулончик. Видите, он получился такой продолговатый, самый длинный, как раз подходит внешне под кулон. И закончили мы его 2 бисеринами, 2 и 2. И у нас 2 ниточки выходят в разные стороны. Но чтобы продолжить нам колье, нам нужно каждую сторону плести 2 нитями. Поэтому мы берем любую иголочку и проводим ее через 2 бисерины таким образом, чтобы у нас 2 нити вышли в одну сторону. Берем нить подлиннее и проходим через 2 бисерины в одну сторону
и во вторые 2 бисерины в другую сторону. То есть мы сделали вот так петлей свободную нить и сделали как продолжение для плетения кулона. Теперь мы берем одну бисеринку с этой стороны, делаем в ней перекресток бисерин, и с этой стороны делаем перекресток в одной бисерине. Теперь 2 нити одновременно проводим через большую бусину. Вот так с этой стороны. И 2 нити одновременно проводим через большую бусину с другой стороны. И у нас пойдет продолжение плетения колье, каждое в свою сторону. Дальше мы будем чередовать мотивы. Теперь у нас будет мотив спираль в одну и в другую сторону. И мы его сплетем набором бисерин, как набирали в браслете. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 10 и пошли на убывание. И заканчиваем мотив 2, 2. И вот в результате получается мотив спираль. Я пошла в эту сторону. Дальше идет мотив из бусин больших, таких как задействованы в кулончике. И потом я начала делать мотив спираль. И дальше до конца колье у нас будут чередоваться мотивы спирали с маленькими бусинами, которые мы использовали в браслете. Вот я покажу, как на второй стороне я делала мотив из бусин. Обратите внимание, что для того, чтобы стороны были симметричными, нужно, чтобы мотив из бусин с этой стороны лежал симметрично мотиву с правой стороны. Поэтому смотрите, если у нас здесь начиналось с бисерин, значит на эту сторону мы тоже одеваем бисерины. И так как у нас бусины большие, в браслете мы набирали для соединения по 4 бисерины, а в колье мы возьмем по 6. Значит, на правую ниточку с этой стороны мы набираем 6 бисеринок. А на левую сторону мы набираем большую бусину, и для соединения берем одну бисеринку, и делаем перекресток игл в большой бисерине, в большой бусине. Я повернула колье в другую сторону, и у нас мотивы лежат, видите, уже во внешнюю сторону. То есть теперь вы должны понимать, так как мы и плели, вот, например, в браслете забава, вот как у нас после переплетения, после перекрестка у нас со стороны левой были бисерины, значит сюда мы набираем большую бусину. А здесь, если у нас с правой стороны перед перекрестком была бусина, значит мы набираем сюда бисер. То есть на правую ниточку мы набираем 6 бисерин. Я специально повернула для того, чтобы вы поняли, что на любую сторону, на правую, на левую, вы будете набирать только так, как лежит по мотиву, по узору. Вы тогда не ошибетесь, понимаете? Вот, а на левую в этом случае мы набираем бисеринку для соединения, большую бусину и
делаем перекресток у нас в маленькой бисеринке. И подтягиваем это все к нашему плетению, и у нас сформировался второй мотив из бисерин. Теперь мы одной иголочкой пройдем назад, соединим пробелы, или, так сказать, там, где видно ниточку. И обратите внимание, где у нас начиналось из бисерина, здесь мы добавим 2 бисеринки, а здесь добавим 3. И будем продолжать мотив со спирали и чередовать его с маленькими бусинами. И так плетем до необходимой длины колье. Вот я проплела до конца колье. У меня не хватило бисера, поэтому я закончила маленькими бусинами, которые были у нас использованы в браслете. И еще последний мотив, спираль, я выполнила немного меньше. То есть вот здесь у нас было 9, 10, 9, а здесь 8, 9, 8. То есть исключила из ряда 10. Но оно еще и красиво получилось, что последний маленький. И получилось 8 бусин, между ними бисеринки. И смотрите, как я делала. Через бусину я проводила 2 нити одновременно, а в маленькой бисеринке я делала перекресток. И опять 2 одновременно и в маленькой перекресток. И теперь у меня получилась одна сторона от колье 27 сантиметров. И закончим мы его. Я взяла, смотрите, металлические переходнички. Я не буду брать колечко на ту сторону, где будет присоединяться карабин. Ну, то есть закрываться карабин. Он будет сразу захватывать этот переходничок. А на сам карабинчик я колечко прицепила. И по очереди сделаю узелочки на этом переходничке после колечка с карабином. Оно закрепит и не будет выскакивать. Вот карабинчик с колечком я прикрепила. Осталась вторая сторона. Одну иголочку я уже закрепила. Вторую показываю. Смотрите, так как я говорила. Делаю я узелочек на самом колечке. Так. Теперь я протягиваю внутрь иголочку, прохожу через бисеринку. Прячу этот узелочек, хорошо подтягиваю. Да, и прохожу несколько раз бисерину, бусину, бисерину, бусину. Завязываю узелочек и обрезаем ниточку. И мы себя все поздравляем. У нас готово и колье, и браслет. Если вам понравилось, присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще очень много всего интересного. Я вас всех с нетерпением жду.